На моей свадьбе из этого приготовили больше 10 блюд. А я обожаю делать из этого кашу. Лучшее блюдо к рождественскому столу. А я просто люблю это поджарить и есть, пока смотрю кино. Я вообще из этого делаю мороженое, которое разлетается в моем кафе на ура. Да я что угодно могу из этого приготовить, ведь каждая наша хозяйка может запросто приготовить больше 100 блюд из каштанов. Добро пожаловать на Корсику. Это жизнь других. О Корсике мы все знаем из учебников географии и истории. Ведь это один из самых больших островов в Средиземном море и родина Наполеона. Но что мы знаем о жизни современных корсиканцев? Чем и как они живут? Предполагаю, что сегодня вместе со мной во всем этом и разберемся. Родина Наполеона и остров красоты. Именно эти описания можно чаще всего услышать о Корсике. Один из 18 регионов Франции, хотя имеет свой особый статус. Здесь проживает чуть больше 300 тысяч человек в различных городах и деревнях. И если бы я родилась здесь, то, возможно, как и Эвелин, жила бы в Пение в доме IX века и в свободное время играла бы в местном импровизированном театре. А возможно, я бы, как Марко и Кати, жила бы в одной из самых старейших и красивых деревень Корсики – Сант Антонино. У меня была бы своя оливковая роща, возле которой мы бы собирались с семьей на веселые застолья. Но, скорее всего, я, как и Жером, владела бы популярным рыбным рестораном, в котором сама бы готовила то, что поймала утром в море. Корсиканцы – настоящие фанаты своего острова. Они обожают свою культуру, свой язык. И даже зайдя в магазин, они предпочтут купить товары корсиканского производства, чем иностранные. Я всегда обращаю внимание на то, где производится тот или иной продукт. А иногда специально езжу к нашим фермерам, чтобы наверняка купить продукты местного производства. Я очень люблю наши продукты, но все же приходится покупать импортные товары. Ведь некоторые необходимые продукты и вещи мы попросту не производим. После пандемии многие корсиканцы с еще большим желанием покупают все местное. Ведь надо поддерживать экономику своего острова. Благодаря тому, что корсиканцы не только активно поддерживают свою экономику, но и исправно платят налоги. Роды в государственных клиниках абсолютно бесплатные. Я нахожусь в таком месте, где тренажеры, массажные столы, всякие аппараты для восстановления тела и вообще красоты женщины. И все это бесплатно. Да, на Корсике не только роды бесплатны, но и восстановление после родов вот в таких вот кабинетах тоже бесплатно. Ох, чего я не рожаю? Я считаю, что корсиканкам очень повезло, ведь кроме родов их бесплатно подготавливают к ним на различных курсах и потом помогают восстановиться и привести свой организм в форму. Самая популярная процедура среди женщин – это восстановление внутренних мышц, которая не только необычно называется, но и проходит очень оригинально. Чтобы женщины с большим азартом приходили на эту процедуру, мы превратили ее в компьютерную игру и назвали «Стрельба пингвинчиком». Прибор подсоединяется к женщине, и она выполняет необходимые движения, управляя пингвинчиком, которого можно увидеть на экране монитора. Не центр реабилитации, а прям компьютерный клуб. Так и хочется сказать мою любимую фразу.
Кстати, 20 сеансов таких процедур полностью покрывает медстраховка. Уже после 5-й и 6-й процедуры чувствуются результаты и легкость. Все мои знакомые и подруги после рождения детей обязательно занимаются своим здоровьем. Государство считает подобное восстановление очень важным, ведь если не помочь женщинам в молодом возрасте, то на старости лет на их лечение государство потратит гораздо больше денег. К сожалению, сейчас Корсика закрыта для туристов. Но если хочется к морю, то можно полететь, например, в Хорватию, Сплит или Истрию. Здесь все написано. Хорватия открыта, в Селите карантина нет, бары и рестораны работают. Также с помощью приложения Авиасейл сможете отследить страны, куда уже можно лететь, путешествовать. Никакие там ограничения из-за ковида. Информация обновляется 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Удобно. Особо много времени молодые мамы с детьми провести не могут. Как только ребенку исполняется 2,5 месяца, заканчивается декретный отпуск, и многие из них возвращаются на работу, а детей отдают в детский сад. Это спальня для совсем маленьких детей. В садик можно приводить ребенка уже 2,5 месяцев, представляете? Но самое интересное, что на каждой двери написано, что это спальня для детей на французском и на корсиканском. Ну, чтобы 2,5 месяцев ребенок не перепутал свою спальню. Попасть в детсад непросто. Для этого многие женщины становятся в очередь на ранних сроках беременности, чтобы хоть как-то продвинуться в очереди к моменту рождения ребенка. Смотри, у тебя нитки вылазят из кофты. Как интересно! Вот так вот. В группе в детском саду находятся дети и 2 лет, и 6 месяцев. Видите, и все они вместе, все они друзья. Вон, воду пьет тоже, и этот тоже воду пьет, а этот просто только наблюдает. Вот это красота. Он повзрослеет, будет думать, что ты такой уже взрослый человек, понимаешь? Так вот, я же тебе говорю, боже мой, когда меня дети слушают, я должна что-то говорить. Вообще, это, конечно, прекрасно на самом деле, но 20 детей и все разного возраста, представляете? Вот все вот они вот так вот и находятся друг с другом. Государственные сады работают с 7:45 и до 6 часов вечера. Мы следим за тем, во сколько ребенка привели и во сколько забрали, так как оплата в саду почасовая. Кроме того, оплата, как и во всей Европе, зависит от заработка родителей. Поэтому минимально час, проведенный в саду, может стоить от 40 до 60 центов, а максимально 4 евро за час. В эту сумму также входит и обед. А, ты вот это любишь, да? Ага. И вот это. Я тебе дам вот это, на. То есть сок из яблока и малинки любит мой дружок. Вот и на тебе, на тебе. Ой, смотри, я сейчас салфеточку тебе схожу. Ну ничего страшного, я сейчас, ну что делать, так сказать. Вот, значит, такое пюре. Дальше у нас идет йогурт натуральный. И еще на обед моему другу разогреют рыбу с овощами и с рыбой. И все. И маленькие, и взрослые корсиканцы очень любят поесть. И хочу сказать, что корсиканской кухне есть чем нас удивить. Я думаю, каштаны у многих ассоциируются с весной, теплом, цветущими деревьями. А у корсиканцев они ассоциируются с едой, потому что из каштанов они готовят столько много блюд. Именно каштановое, а не пшеничная мука, является основным продуктом на Корсике. Мы все обожаем кашу из каштанов. Она всегда есть на нашем рождественском столе. Даже традиционный свадебный обед может включать 22 различных блюда с использованием каштанов в качестве основного ингредиента. Марго решила пойти дальше и из каштановой муки сделала мороженое. И пока моя порция местного лакомства готовится, я решила пообщаться с предприимчивой девушкой. Я смотрю, тут и фрукты есть, и шоколадное, и фисташковое. Ну, это то, что я понимаю. А местные любят именно мороженое с каштаном, да? Они просто его обожают. За день порой 600 литров мороженого продаем.
Знаешь, честно скажу, я пробовала мороженое с фруктами, с орешками, даже с солеными огурцами в Венеции пробовала. А с каштанами я не пробовала никогда. Вы вот где этот каштановый порошок берете? Сами его делаете? Каштаны – это национальное достояние Корсики. Из них каждый день тысячи хозяек готовят домашнюю еду. Поэтому каштановую муку можно купить где угодно. Твой бизнес, да, твоя вот такая лавка мороженое. Ты такая молодая. Вообще сложно на Корсике открыть свой бизнес? Это самое старое кафе в городе Эльрус. Почти 100 лет назад его открыла моя бабушка. Потом здесь работали родители, а теперь моя очередь. То есть ты такая наследница мороженого бизнеса. Ой, практически как снежная королева, знаешь. Я вот просто стою, я говорю с тобой, мне же просто долго он еще будет крутиться, я же хочу попробовать. Мороженое готово, надеюсь, тебе понравится. Я тоже очень на это надеюсь. Кстати, стоит такое удовольствие 2,5 евро за шарик. И сейчас вот каштановое мороженое, видишь, посыпают еще каштанами в сахаре. Оно такое даже не сладкое, а такое немножечко с кислинкой и очень такое, как маслянистое. Такой очень интересный вкус. Оригинально. Главные посетители кафе «Марго» – туристы и местные ученики младшей школы, которые часто забегают в кафе после уроков. Каждый корсиканец идет в школу с 6 лет. Первые 5 лет школьники учатся всего 4 дня, а в среду, субботу и воскресенье отдыхают. Образование на Корсике бесплатное. Родители платят только за обеды. 2–2,5 евро в день. Дети в школе не переобуваются, и тут нет вообще раздевалок. Перед каждым классом есть вот такие вешалки, где дети, вот так сказать, оставляют свою одежду, понимаешь? Потом приходит женщина и все вешает. Чтобы, вот так как-то. В старших классах учеба становится намного сложнее. Учебный день в школе длится с половины 9 до 6 часов вечера. Наш учебный график очень сложный, поэтому каждый корсиканский школьник хоть раз, но прогуливал урок. Хотя за это потом снимают баллы. Вот это я понимаю. Настоящие старшеклассники. Когда я училась в школе, я всегда любила сидеть на последней парте. Ну и все любили, потому что там удобнее списывать, когда контрольная идет. Да и вообще ничего не делать, знаешь, если там учитель возле доски что-то объясняет. А тут на Корсике стол учителя стоит в конце класса, на последней парте. Поэтому, если контрольная, то лучше сидеть на первой парте. Ну, мне так кажется. Несмотря на то, что на Корсике официальный язык французский, в каждой школе минимум 3 часа в неделю изучают корсиканский. А некоторые школы и вовсе преподают половину предметов на французском, а половину на корсиканском. Ведь для нас очень важно сохранить свой язык, и важно, чтобы молодое поколение знало его. Для правительства Корсики также важно, чтобы каждый житель острова при желании мог получить высшее образование. Если вы из многодетной семьи, если ваши родители мало зарабатывают, или же ваш родной дом далеко от университета, в котором вы мечтаете учиться, то вы будете учиться бесплатно и получать стипендию 450 евро в месяц. Но если ни один из перечисленных пунктов не про вас, год обучения обойдется в 300 евро. Но такой стипендии надолго не хватит, ведь надо питаться и оплачивать жилье. Поэтому многие студенты подрабатывают в барах, ресторанах, кинотеатрах, а некоторые подрабатывают в лаборатории университета Корсики имени Паскаля Паоли, в которой разводят устриц, морских гадов и исчезающие виды рыбы. Ой, пришли с Луизой покормить рыб. Я, конечно, сразу очень прошу прощения, дорогая, но тут осьминог, мидии, креветки, рыбка маленькая. И это все будешь кормить сейчас рыб? Да, это их питание. Ну, вообще, это мой нормальный обед, я тебе хочу сказать, это наглость. Так, ну ладно, давай. И они такие здоровые, я тебе хочу сказать. Откормили на свою голову. Так, ну давай, что им, маленькую мидию дадим, да? Прям бросать-то? Да. Нате вам.
Ничего себе! Они прямо как звери. Да, А ты на каком курсе сейчас учишься? я уже на 4-м курсе. Эта лаборатория находится при университете. 80% финансирования идет от европейских партнеров, а оставшиеся 20% выделяет государство. Креветку как от сердца отрываю, хочу вам сказать. В смысле? Я еще не обедала вообще. Вот это да! А сколько рыб? Я, конечно, очень скузи, слышишь? А сколько лет этим рыбам? 10-15 лет. Самой старой рыбе, которая у нас была, было 30. Скажи мне, а что с ними будут делать, ну, потом? 10-15 лет уже такие здоровые, взрослые тетки, женщины, рыбу, господи, что я несу? Так, ну, и что с ними делают? Раз в год в конце весны они откладывают икру и продолжают свой род. Мы стараемся создать для них все условия, чтобы они жили как можно лучше. Конечно, все делается для того, чтобы они жили как можно больше. Вы мидии чистите. Я прихожу в ресторан и сама вынуждена их чистить. А тут они, конечно... Мы стараемся сохранить популяцию рыб в нашем море. Также мы разводим устриц, которые помогают очищать морское дно на территории нашего порта. Ведь мы должны не только пользоваться природными ресурсами, но и помогать природе сохранить то, что она нам подарила. После получения дипломов многие корсиканцы находят себе работу. Будущие учителя будут зарабатывать от 1000 евро, врачи – до 4000, воспитатели в садах – от 1,5 до 2,5. И все это, разумеется, после вычета налогов. Если во многих странах молодежь толпами переезжает в столицу и большие города за лучшей жизнью и перспективной работой, то корсиканцы не спешат этого делать. Ведь работа есть везде. К тому же родители всегда рядом. Во всяком случае, так считают молодые люди из маленькой деревни Сант Антонино. А вы, многие из вас остаются жить в своей деревне, в своем регионе, или хотите выучиться и уехать куда-то в большой город жить? Мы все учимся в больших городах, но потом все равно возвращаемся в родные края. А вот какие тут перспективы? Чем вы тут можете заниматься? Многие парни становятся моряками, либо же занимаются сельским хозяйством. У некоторых есть успешный семейный бизнес, и они работают вместе с родителями. Да, а девочки, чем вы занимаетесь? Я, например, работаю в соседнем городе секретарем в офисе. Чтобы почувствовать всю атмосферу Корсики, советую остановиться в отеле Best Western Санта-Мария. Уютные номера с великолепным видом и собственный пляж. Удобное расположение отеля и заботливый персонал сделают ваш отдых максимально приятным. На Корсике родители и дети очень привязаны друг к другу, поэтому часто все живут или вместе, или в соседних домах. Даже если ты уезжаешь учиться в другой город, тебя тянет обратно домой, в семью. Как у вас молодежь знакомится? Вот так вот в общих компаниях? Мы все учимся в одних школах, университетах, там и знакомимся. У нас маленький регион, поэтому если кого-то мы и не знаем, то делаем пару телефонных звонков и узнаем всю историю жизни человека. Ой, а знаете, вот я была в Исландии, и там страна же очень маленькая, и они для того, чтобы... Они, получается, между собой многие родственники. И они для того, чтобы узнать, родственники они или нет, узнают в интернете. Это, чтобы, не дай бог, не начать встречаться с родственниками. А у вас же тоже тут, в принципе, регион очень маленький, вы тоже знаете друг друга. Как вы вот этот вопрос решаете? Мы часто видимся с роднёй, поэтому хорошо знакомы и с двоюродными, и даже с троюродными братьями и сестрами. Раньше молодые корсиканцы часто ездили в соседние города на дискотеки, ходили в бары танцевать и петь, знакомились, влюблялись, в общем, жили полной жизнью. Но сейчас все изменилось. Пандемия коснулась людей во всем мире, правда? Кто-то смог удержать свой бизнес, а кто-то его полностью потерял. Как это происходило здесь, на Корсике, сейчас я хочу и узнать.
До пандемии у нас каждый день были посетители. У нас также часто отдыхали знаменитости, например, Риhanna. Но в прошлом году вместо 4 месяцев мы работали 4 дня. И наш привычный заработок в 450 тысяч евро за сезон сменился на помощь от государства в 25 тысяч евро. Несмотря на трудности и ограничения, Жан и не думает продавать свой клуб. Ведь он посвятил этому месту целую жизнь. Но чтобы иметь хоть какую-то возможность заработать, необходимо забыть о танцах, вечеринках и веселью до утра и открыть на этом месте ресторан. Пока мы были закрыты, государство нам выплачивало 1500 евро в месяц. Несмотря на то, что государство возвращало 20% от задекларированного дохода, корсиканские бизнесмены потеряли минимум 50% своей прибыли. Кто-то и вовсе закрылся. Так что мы вынуждены ориентироваться на новые реалии. Жерому также пришлось убрать часть столов в своем ресторане на берегу залива, чтобы сохранить социальную дистанцию. Но посетителей меньше не стало. Иногда даже есть небольшая очередь. Поэтому пока не приехали толпы людей, я решила заглянуть в знаменитый на всю Корсику ресторан, чтобы попробовать местный суп. Жером, ты это приготовил за 15 минут? Да. Это что такое? Это лобстер, картошка, да? И что там еще, рыба? Состав этого супа зависит от улова. Все, что сегодня поймал, то и приготовил. И, судя по всему, рыбалка у Жерома удалась, раз в моей тарелке оказался кусочек лобстера. Слушай, ну мы с тобой сейчас будем тут болтать, у меня все остынет. Извините, конечно, надо попробовать. Так, муха уйди, это мое блюдо. Начинает тут она мне. Ты знаешь, очень вкусно. Оно очень легкое, причем такая даже приправа очень легкая. Ты мне скажи, вот я была здесь в гостях, говорила с людьми, и мне сказали, что, как правило, в домах они едят больше мяса корсиканцы, чем рыбу. Несмотря на то, что Корсика окружена морем, местные жители едят мясо гораздо чаще, чем рыбу. Ведь многие мужчины не представляют своей жизни без охоты. Лично я дважды в месяц обязательно со своими сыновьями или родственниками выхожу на охоту. Практически в каждом доме на Корсике есть ружье, ведь любовь к охоте заложена в ДНК у корсиканцев. Сейчас охота – это хобби, а раньше это была жизненная необходимость. Ведь Корсику часто завоевывали, местные жители прятались в горах, а еду приходилось добывать всеми возможными способами. Корсиканские мужчины не только хорошие охотники, но и отличные певцы. Корсиканское пение хорошо знают не только на острове, но и во всей Франции. Во многих городах и деревнях существуют свои братства, которые выступают в храмах во время службы. Каждый мужчина, начиная с 16 лет, может стать членом братства. Количество мест в таких хорах не ограничено. И совершенно не важно, кто ты – сантехник или адвокат. Главное, чтобы был слух. Быть членом братства престижно и почетно. Еще одна особенность острова – это природа. На всю эту красоту каждый год приезжает посмотреть 3 миллиона туристов. И местный народ неплохо на них зарабатывает. Ведь практически половина корсиканцев работает в сфере туризма. И 32-летний Роман – один из них. С конца апреля и до самого октября все 56 номеров его гостиницы забиты. Скажи мне, тяжело открыть гостиницу на Корсике? Сейчас это сделать можно, но с большим трудом. Земля и недвижимость стоят безумных денег. Мне повезло, ведь эту гостиницу построил мой отец. Ну ты такой молодой, и ты уже хозяин гостиницы, у тебя еще есть какая-то недвижимость? Этим отелем, а также виллой люкс-класса управляем мы с моей сестрой. Но в ближайшее время планируем еще построить резиденцию. Ты женат? Нет, еще не женат. Но я бы не очень хотел говорить о личной жизни. Никто не любит говорить про свою личную жизнь, но, внимание, я буду говорить. 32 года, наследник семейного бизнеса, несколько супервилл, да, еще раз повторю, 32 года, неженатый, холостяк. О, Господи, ну, хорошо, ты мне вот скажи, то есть, ой, видите, как, что с нашей программой происходит? Ну, я не специально, понимаете? Многие корсиканцы не спешат связывать себя узами брака.
Ведь боятся, что это окажется не та единственная и неповторимая, и придется подавать на развод. А развод на Корсике – это та еще лотерея. Кто-то за месяц все решает, ну а кто-то делит имущество годами и остается ни с чем. Ты мне скажи, вот какие девушки, вот корсиканки, какие они девушки? Они страстные, темпераментные, красивые и непредсказуемые. Южанки всегда с горячим характером. Вот ты мне скажи, в 32 года на Корсике жениться – это рано еще для мужчины? Или твои все знакомые, друзья уже женаты? Дело ведь не в возрасте, а в химии. Главное не во сколько ты женишься, а на ком. Если ты встретил своего человека, то не нужно ждать. Могу дополнить: молодой, обеспеченный, не женатый, еще и умный. На секундочку. Встретить любовь в своей жизни – это еще полбеды. А вот добраться на Корсике из одного города в другой без наличия машины – это задача со звездочкой. Все корсиканцы с нетерпением ждут 18 лет, чтобы скорее получить права и спокойно ездить, куда им только захочется. За рулем ездят все от мала до велика. Машина, пожалуй, самая важная и необходимая покупка для каждого корсиканца. Есть на острове и общественный транспорт. Знаменитый корсиканский трамвай. Это смесь классического поезда и туристического аттракциона. Он проезжает самые красивые участки Корсики, недоступные другим видам транспорта, за что его все и любят. В одной из самых красивых деревень Франции я тоже решила добраться на этом поезде. Но в воскресенье утром, кроме меня и кондуктора, здесь больше никого не оказалось. А что происходит? У вас вообще ни одного человека нету. Я вам хоть компанию составила. Так всегда или как это? В это время обычно на Корсике тысячи туристов, но из-за ковидных ограничений сейчас ни души. То есть это в данный момент. То есть, а обычно тут вообще полный вагон? Обычно мы еще несколько вагонов цепляем к поезду, и все забито. У нас такие пейзажи, что все как на аттракционе катаются. Ну, слушай, мы с тобой как будто на VIP-поезде, знаешь, есть частные самолеты, а у нас частный поезд. Красота! А вы вот контролируете, вот, чтобы у всех были билеты, а если вдруг человек без билета, что будет? Штраф? Если человек не купил заранее билет, то может рассчитаться прямо в вагоне картой или наличкой. А если отказывается это делать, я его высажу на ближайшей станции. В зависимости от расстояния проезд стоит 2, 4 или 6 евро. И для того, чтобы выйти на нужные остановки, необходимо заранее предупредить кондуктора, и тогда он специальным ключом остановит поезд. А скажи мне, это старый вообще вагон, поезд, он ломается часто? Поезд не ломается, его регулярно проверяют и ремонтируют. А вот из-за внезапно вышедшей на рельсы коровы иногда случаются серьезные аварии. Ничего себе. А ты давно работаешь контролером? Я здесь уже 40 лет. В следующем году на пенсию. Я обожаю свою работу, ведь я могу знакомиться с разными интересными людьми. Ну, наверное, все пассажиры, которые ездят здесь регулярно, все, наверное, твои друзья, да? Так и есть. Но такое возможно только на Корсике. В Париже ты бы такого не увидела. Короче, ну, у тебя интересная работа. Все время с людьми общаешься. Прям как я. А пока мы беседовали, поезд приехал на нужную станцию, и я отправилась дальше исследовать Корсику. Я приехала в деревню Сант Антонино. Очень интересно посмотреть, как живут обыкновенные деревенские жители. Идем. Сант Антонино называют одной из самых красивых деревень Франции. Здесь проживает до 100 человек. И раз уж я оказалась здесь, то решила наведаться в гости к семье местных предпринимателей. Чин-чин! Катрин, бонжур! Привет. Сейчас уже видишь, как руками так уже не целуют. Проходи. Да, привет. Слушай, ну пришла посмотреть, как вы живете. Ой, то это сразу что? Кто это? Семья? Да, это часть семьи, но их всех уже нет в живых. На Корсике часто в знак уважения к ушедшим у входа в дом выставляют их фотографии. Приходишь, сразу тебя вот все
все родственники ушедшие встречают. Да. Так, ну что, показывай. Проходи в дом, я тебе сейчас все покажу. Да. Красиво, слушай. Ой, ключи у вас, да? Все, ой, супер. Из небольшой прихожей мы сразу попадаем в нашу скромную гостиную. Здесь мы смотрим кино, читаем или просто собираемся всей семьей. То есть я пришла посмотреть в типичный деревенский домик. То есть вот это типичный деревенский домик? Конечно, типично. У нас большие семьи, а значит, нужно много пространства. У Марка и Кати 3 детей. И уже есть внуки. В доме 3 этажа, и занимает он 300 квадратных метров. На 1-м этаже гостевые комнаты и огромная коллекция виниловых пластинок. На 2-м этаже гостиная и кухня. А на 3-м спальни хозяев и их детей. Дом большой, поэтому и коммуналка выходит под 700 евро за месяц. Тут еще у вас такая терраса. Ой, как дождь, жалко. Ой, и что, у вас там бассейн, да? Да, мы постоянно там отдыхаем летом. Кем нужно работать на Корсике, чтобы вот иметь такой дом? Во-первых, нам повезло. Мэрия нашего города продавала местным жителям коммунальные земли по 20 евро за квадратный метр, чтобы мотивировать местных жителей не уезжать отсюда. Во-вторых, надо просто много и усердно работать. Угу, дорого, красиво и только местные жители. А где муж? Где все жители вот этого прекрасного дома? Он вместе со всей нашей семьей ждет нас в нашей оливковой роще. У нас там летняя резиденция и даже есть оливковое дерево, которому уже 2000 лет. Поэтому я приглашаю тебя к нам присоединиться. Пришла посмотреть деревенский домик. Увидела, чуть не упала в обморок. И сейчас мы едем в летнюю резиденцию под оливковым деревом, которому 2000 лет. Катрин, поехали! Мне нравится! Пообщавшись немного с Катрин и другими местными женщинами, мне показалось, что именно они заправляют всем. Но так ли это? Вопрос, кто в доме хозяин, актуален всегда и везде. И тут на Корсике споры на эту тему не утихают до сих пор. Женщина действительно занимает особое место в каждой семье. В отличие от мужчин, женщины успевают и работать, и домом заниматься, и детей воспитывать. Разве могут быть еще какие-то вопросы? Возможно, раньше был тотальный матриархат, но сейчас, как мне кажется, все равны. Ну что ж, раз уж я оказалась за столом и с мужчинами, и с женщинами, задам этот вопрос им лично. А скажите мне, вот уже раз вы тут все за столом, кто на Корсике в семье главный, мужчина или женщина? Мужчины. Мужчины, конечно. Но мне говорили все время, что женщина тут главная, что как женщина скажет, так вот мужчины не слушаются. То есть это все неправда? А мне кажется, в наших семьях полная гармония. Вроде бы главный мужчина, но с другой стороны женщина. Мы отвечаем за достаток и благополучие, они отвечают за дом, за воспитание детей. Полное равноправие. Я мужу тоже так говорю, у нас абсолютно равные права, но решаю все я. Любая женщина должна дать мужчине понять, что он главный, но поступать по-своему. Конечно, конечно. Про женщин и про Корсику у нас часто говорят «покорена, но не подчинена». Вот, ну, понимаешь, все правильно. Такие застолья – самое популярное развлечение в корсиканских деревнях. Все обязательно едят мясо, выпивают и танцуют до утра. Самое любимое наше блюдо – это колбаски фигаделли, приготовленные на огне с яичницей и кусочком корсиканского сыра. И пока дело не дошло до танцев и веселья, я решила задать еще несколько вопросов. Корсиканцев вот можно назвать счастливыми людьми? Или вы все-таки собираетесь и ругаете, не знаю, правительство, там, соседей, там, родственников, может, каких? О, вам к нему. То есть я так поняла, главный герой, ну-ну. Мы счастливы, когда не трогают нашу культуру, наши традиции, наш корсиканский язык. В
противном случае мы становимся очень недовольными. А вот у вас маленькая деревня, а у вас там безопасно жить? Потому что полиции я вообще не видела у вас. Ты не видишь полицейских, потому что им здесь нечего делать. У нас безопасно. По сравнению с континентальной Францией, здесь нет ни бандитов, ни преступности, никаких агрессий. Мы живем в мире. Думаю, что вы обратили внимание на то, как большинство корсиканцев отделяют себя от остальной Франции. Несмотря на то, что уже несколько столетий Корсика находится в составе этого государства, местные жители не любят, когда их называют французами. И вот что они сами говорят по этому поводу. Здесь даже нечего обсуждать. Я живу на Корсике, и этим все сказано. Мы по-разному смотрим на жизнь. У нас другая культура, у нас свой прекрасный язык. Мы гордимся своей историей и бережно относимся к нашей природе. Да, мы все отличаемся. Мы скорее на итальянцев похожи, чем на французов. Мне не хватит всей вашей передачи, чтобы перечислить наши отличия. Пенсионерка Эвелин когда-то жила и работала в Париже, но потом поняла, что ее тянет домой, на родную Корсику. Я не буду ничего плохого говорить про Париж, он по-своему прекрасен. Там свой очаровательный ритм и стиль жизни, но это не Корсика. Сейчас Эвелин живет в небольшом городке Пинья. У нее много хобби. Она пишет книги и играет в импровизационном театре. И в данный момент разучивает новую пьесу. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus. Je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étransir et brûler. Сегодня Эвелин пригласила меня в гости, и я с радостью пришла, ведь она живет в очень красивом и старом доме. Это дом, ребята, это дом 9 века. 9, представляете? И вот тут везде живут люди. И вот тут моя знакомая Эвелина тоже живет. Боже, какая прелесть! О, кухня, идем посмотрим. Кухня маленькая, уютненькая, но видите, тут везде сохранили вот эти вот старинные камни. Боже, мне даже страшно представить, что 9 век, и тут до сих пор живут люди. Ну, понятно, что у них есть и газ, и вода, уже все провели, и ремонт сделали. Ой, слушайте, мне так нравится. Вот попадаешь, как будто, знаешь, вот машина времени. Да? Наверное, я тут такая сразу другая. Так, идем дальше, посмотрим, что еще там есть. Дом Эвелин занимает 3 этажа и 103 квадратных метра. На электричество и воду уходит 120 евро в месяц. Но несмотря на то, что дом старый, он стоит безумных денег. Ведь если в больших корсиканских городах недвижимость стоит от 2000 евро за квадрат, здесь цены варьируются от 5 до 10 тысяч евро. Представляете? Цены такие высокие лишь потому, что желающих купить недвижимость масса, а самой недвижимости раз-два и обчелся. Я вообще прошлась, сказать, что у тебя очень красивый дом. С кем ты живешь в нем? Раньше я жила здесь со своими детьми, но они выросли и уехали. Дочь учится в Париже, а сыновья сейчас живут и работают в Африке. А скажи мне, ну вот сложно одной жить в таком большом доме, содержать его, я не знаю, убирать в конце концов? Убирать его очень тяжело, иногда уходит целый день. А еще больше удовольствия делать в нем ремонт. Дом каменный, материалы стоят дорого, а работники не могут сюда подъехать на машине, поэтому за свою работу они заламывают баснословные деньги. Скажи мне, вообще, как живут люди на Корсике на пенсии? Вот чем вы занимаетесь? Какая ваша жизнь? Все живут по-разному. Я вообще считаюсь молодой пенсионеркой. Я была учителем в школе, поэтому могла выйти на пенсию в 55 лет. Я с радостью воспользовалась этим шансом. Разобраться в нашей пенсионной системе задача не для слабонервных. У каждой профессии свой пенсионный возраст. Я юрист, и я знаю, что мой пенсионный возраст 67 лет. Но очень скоро все будут выходить на пенсию в этом возрасте.
выплаты, которые есть на Корсике для пенсионеров, хватает для того, чтобы жить и, желательно ни в чем себе не отказывать, хотя бы в самом необходимом. Минимальная пенсия – 900 евро. Так как я работала в госучреждении, то получаю около 2000. Мне денег хватает, но мне многое не надо. В дом я давно ничего нового не покупаю. Каждая моя вещь с историей. Я их ремонтирую и бережно храню. Так это чувствуется очень сильно вот в этом доме. Ты знаешь, он весь живой, и он весь дышит, даже несмотря на то, что тут даже ничего не хочется поменять. Мне тут все нравится, ты знаешь, очень. Но это тоже говорит о хорошем вкусе и о любви к жизни. Ну, скажи мне, все люди на пенсии такие, как ты, счастливые, прекрасные? Все живут по-разному, у каждого своя судьба. Но одно я могу сказать наверняка. На Корсике нет чужих. Корсика – это одна большая семья, в которой все помогают друг другу. Если кто-то в беде, ему обязательно протянут руку помощи. Тут все помогут. Тут, видишь, как все рядом. То есть главное, чтобы рядом были люди, которые всегда тебе помогут. И неважно, дети это, правильно, или друзья, соседи. Все. Главное, чтобы были близкие люди по духу. Даже когда жизнь подходит к концу, корсиканцы предпочитают находиться в кругу своей семьи. Практически в каждой семье на Корсике есть свой склеп. Они его или покупают, или строят. Что самое интересное, что даже если уже никого не осталось из родственников и за склепом некому ухаживать, его все равно не имеют права снести, потому что это частная собственность. Покупка участка и постройка склепа обходится в 10-15 тысяч евро и по закону считается точно такой же недвижимостью, как, например, и дом. Сам же процесс похорон обойдется в 3000 евро, и многие корсиканцы в течение жизни покупают специальную страховку и откладывают деньги на свои похороны. Глядя на корсиканцев, начинаешь понимать, что для полного счастья надо лишь быть добрым по отношению к другим, беречь то, что подарила природа, любить то место, где ты живешь, и ценить каждый миг, проведенный с любимыми и самыми родными людьми. Жители Корсики совмещают в себе французский вкус к жизни и итальянский темперамент. Они могут приготовить 1001 блюдо из каштанов. Для них очень важна семья, и они безумно любят свою родную Корсику, потому что... Здесь самая красивая природа. Доброжелательные люди, вкусная еда. Безопасная обстановка. Нет агрессии. Здесь есть все, что надо для жизни. Это райский остров. Да, я просто не смог бы жить нигде больше. Можно убегать от себя, менять города и страны, быть тем, кем ты не являешься, и жить жизнью других. Но гораздо лучше принять себя таким, какой ты есть, и тратить свою жизнь на то, чтобы с каждым днем твоя жизнь становилась все лучше и лучше.